Привет, друзья! Ну вот, наконец-то наступили выходные. Я собрался ехать к бабуле. Сейчас время уже после обеда. Обычно я выезжаю утром, но я решил поехать после обеда. Покормил Яшу и собираюсь там переночевать у нее, побыть немножко побольше, поговорить с ней, помочь ей кое в чем. Постоянно льют дожди, поэтому я взял с собой триммер, взял бензин и собираюсь немножко покосить, потому что я думаю, что у нее там трава растет очень сильно. У меня здесь тоже трава растет, прям не успеваю косить, поэтому думаю, что у нее тоже такая же беда, друзья. Яшка, привет. Друзья, Яшку оставляем одного здесь, но ничего не поделаешь. Придется его оставлять. Поесть он поел. Сено ему накидал свеженького. Пускай занимается тут обустройством своей лежанки. Дожди идут постоянно. Я думаю, что он будет спать все равно. Все, Яша, отдыхай. Рычит. Думал, что я его выгуливать пускаю. Но сегодня не получится. Друзья, у бабули я был весной. Уже лето. Я думаю, что она, конечно, очень соскучилась. Связи у меня, как всегда, с ней нету. Сейчас, когда она находится у себя дома в деревне, с ней связаться невозможно, потому что там нету связи совершенно никакой. Есть там далеко соседи, но она с ними почти не поддерживает отношений. И я тоже, поэтому не звоню туда и не знаю даже номера. Постоянно, когда еду к бабуле, у меня такое состояние немножко нервное. Я думаю всегда, все ли у нее там в порядке, и переживаю. Ты приезжаешь, это почти как я прихожу в землянку к себе на хутор и захожу туда, подхожу, все время думаю, хоть бы он там был не разрушен и все было в порядке. Но здесь немножко другое чувство, но тоже постоянно такое, хоть бы там было все в порядке и у нее со здоровьем, и она там меня сейчас встретила, как всегда, обнимая, и сами понимаете эти чувства, когда вы встречаете близкого, родного человека, которого давно не видели. И каждый раз мой отъезд, он всегда как последний, кажется, возможно, я ее уже больше и не увижу. Поэтому вот такие чувства всегда испытываю, когда еду к бабуле, и особенно, когда подъезжаю к дому. Сейчас, друзья, заезжаю на заправку, заправляюсь и в путешествие до деревни, в которой живет моя бабушка.
друзья. Бабули не видно. Погреб открытый. Замок висит. Да. Что-то случилось, видать. Чего я боялся, то и произошло, да? А, вон она. Слава Богу. Сегодня все вспоминала тебе. Да? Не знаю, кому не. А я думаю каждые выходные, что надо ехать к тебе, надо ехать, надо ехать. Я, как всегда, с гостинцем. На что ты Я у тебя останусь на ночь. Ну, Ночевать останусь. ну, Ну так взял продукты, чтобы приготовить. завтра рано поедешь? Ну не рано, но поеду часов 11. А выходные же завтра. Ну Яшка ж один. Ну, Яша, вот тебе Яша. Да. Яша. Ну садись. Я подрастая. Куда ему уже подрастать, уже большой. Большие. Пускай в свет иди. Ну, куда ж его пустишь, он уже ж неопытный. Неопытный. Кто-то его съест 100%. Кто-то подумает, о, кабан идет. Тресет, все. Да, охотники быстро приберутся к рукам. Как твоя кошка? Ну, я А где котята где? поразбирали люди. Разбирали? Ну, трое было. И Ну я разобрали. помню, я ж приезжал, видел. Ну. Беленькие все трое, хорошие такие. Вот недавно, у той вторник Маруся забрала, завезла там одному дядьку. Он просил. Глядя у Маруси кота белого. Ой, где ты брала такого кота хорошего, беленький? Каже, у Рудников сейчас 3 мои. А там более есть, каже, есть еще одно. Привези мне. И она завезла, я ему отдала. Уже все поразбирали их. А дура мозгу. Коты и все. Можно сказать, до дома не появлялась. Что опять будут котята? Ну, вот 2 месяца и будут и снова котята. Это вже першу годину сидіть у хаті. А так пошла, і їсти не хоче нічого. Это вже моцно захотіла. Добре, скажи, как твое здоровье, как ты? Ну, нормально. Нормально? Ну, Слава Богу. вот только что руки болят. Это болит сломано, а это так болит. Ну, руки, ладно, у меня даже болят.
Так я ж молодой. Да. Главное, чтобы вот сама Ну, здоровая так, была. ничего. Ничего, да? Было давление подскакало. Всему через тыдень давление мучило. Более 200. 200. Это когда? Давно? А вот недавно. Недавно? Надо уже сбила, ничего. Мгм. А так нормально. Все роблю. Все роблю, что треба, все Ну ты роблю. молодец, молодец. И косила сама. Мгм. Я взял косилку с собой, триммер, Ну, и буду тебе тут косить. Покажешь, где тебе что покосить. так уже все покушали. Не, ну где-то ж надо еще. Еще где-то надо. Там, может, на улице. И там, Короче, покажешь мне, я буду косить. и там я скосила. Миша, там вот за сеткой, там Миша скосил. А тут Коля Антошек пришел, косил, каже, я не могу у тебя косить вельми тяжко. И кинул. Я приду другий раз кончу. И не пошел. Ты же Валера кончил. Доглядчик мой. Мгм. А тут вот сама косила. Мгм. Сама. Он там, в этом, в откосе, Валера косил. И не кончил. И уже пошла эта снитка, и уже цвела белый откос. Да учора ж я пошла, да зверь, уже не косила все подряд, оно сверху, кветки этой самой. Мгм. Ну, я гляну, беленький откос, беленький. И сбила, то и ляжит. Что я им буду робить? Ну, взял косу на всякий случай, может, где что покосим. Ну, от розхлеб он треба обкосить. Ну, обкосим. Ну, Ну, обкосим, где-нибудь покосим. Раз уже взял, надо покосить. ну, попробуешь. Завтрашняя неделя не можно косить. Чего? Я сегодня покошу, сейчас пойду переоденусь. И все. Ну, хіба сегодня, а также свата, неделя нельзя. Ну, что тебе разробить есть? Ничего, давай чая попьем. Пока ничего не Да и хочу. все. Ну, пока не хочу. Колбасу зварю, будешь есть? Не, я сейчас есть не буду, будем попозже, потом. Ну, где-то часа через 2-3. Вот я пойду покашу, похожу там, что-то поделаю. Надо убрать только тут вот продукты какие-то, чтобы не испортились. Ты сразу, как я приезжаю, ты сразу, что тебе приготовить? Спрашиваешь у Ну, меня. а як же ж. Здоровый человек, треба Ну. поесть. Ну ничего, нормально же все у меня. Я ж не голодный. Я выезжал, тоже чай попил. Пойду покажу хату твою, как твоя хата. Подписчики все тебе пишут тоже, говорят, что здоровья тебе желают, чтобы ты еще долго-долго жила. Ага. Да, все пишут, все вспоминают тебя, говорят, когда ты уже поедешь к бабуле, давай едь. Мы хотим посмотреть на нее, как она там. А то вдруг у нее с рукой там плохо. Ну, слава богу, все хорошо. Все добре, все нормально. Все роблю, все роблю. Хоть больниці, Молодец, всё равно молодец. Будем 100 лет твоих отмечать. Як Маруся казала, ты должна дожить до 105 годов. Кажу, ты что, дурнела? Никто еще не доживает до 105. Доживали, даже до 112 доживали. Да. Это вот уже маяки. Есть такие. Кошечка. Бабулька моя. Тут у нее, как всегда, порядок, чистота, красота. Чистота, красота. Ну, а что бабульки одной тут? Ну, все равно вот пыль повытирать все. Это же все надо постоянно делать, иначе сразу же превратится все заброшенное. Молодец она. Чисто, красиво. Ты не мерзнешь здесь? У тебя здесь не холодно, нормально? Нормально. Потому что у меня дома холодно очень. Холодно. У нас дожди каждый день льют и льют и Так и льют. тут дожди. Вчора целый день лил. Это сегодня уже нема дождя, ветер. А так вчора целый день, почти каждый день. Да, у нас каждый день льют и льют. Это у нас холодно вообще. У меня дома холодина. Сплю в одежде.
Ну, тебе, знаешь, мураванка это. Угу. Это ж цемент, я же чайное благо. Угу. Ну да. Так вот и холодно. Понимаешь, подписчики так хотели тебя увидеть. Так хотели, все писали, все, когда ты уже поедешь к бабуле, когда ты поедешь. Я снимаю, покажу уже тебя. А то они соскучились, говорят, самая лучшая бабуля в мире. Привяжи кого-нибудь сюда до меня, Кого? друга своего. Нет, это же не для друзей, это подписчики, их миллионы. Ну, тысячи людей смотрят в Ясно. Ютубе. Это ж не друг. Ясно. Это я вот видео выкладываю в интернет, и в интернете люди находят и смотрят они вот эти видео. И вот они с тобой знакомы. Через это видео. Понимаешь? Шмат кто знает меня, я не знаю. Угу. Да. У меня тоже так. Меня знают много-много в мире людей. А я их не знаю. Где ж ты будешь знать? Ну так ты ж общаешься в Америку. Ну, так вот там тебя знают. Знают везде, много знают. М, Я же видео выкладываю там, где я с Яшей хожу. Да. И люди смотрят, они уже меня знают все, а Яших не знают. Ну откуда ты будешь знать? Я, главное, доволен, что все у тебя хорошо. А то я ехал, переживал. Я ж тебе дозвониться не могу и еду, не знаю, а что тут у тебя. И я все время, когда подъезжаю, все думаю, хоть бы все было хорошо. А тут подхожу, и замок висит. У меня аж пот выступил. Да. Думаю, блин, все, что-то случилось. Может, сдохла? Ну, ты так говоришь. Так. Нормально. С курами вожусь. Что там сяджу, коршун задрав одну курицу. Так уже сяджу пивную. Урнек тоже так сядела там, ко мне сядела, то тоже другую задрав бы. Прилетел его кружится. А я наробила крику, там палка довго-довго у меня. Той палкой и полетел. Так сяджу, ну шкода, молоденькие куронятка. Купила по 18 рублей куроня. На тебе коршун приехал, прилетел, задрав. Ты только задрав, хоть как съел, это только оно задрав. Может, пирожкода я моя какая была. Я как раз в 2 часа дня я покормила их, нанесла батона. Покормила, да кажу, ну теперь будьте тут, а я пойду лягу. Спать хочу, хоть ты лихо дай. Это мужчина беду вело. Я легла и заснула. Сколько я проспала, не знаю. Пойду глядеть до курей. Приходжу, 4 курицы есть, 5-я нема. Я на півні, Петя, где 5-та куриця? Що ж он мне скаже? Петя, где у 5-ту курочку? У хляве в одном пошукала, нема. Пошла туди, где они ночуют, там нема. Где же она делась, и нигде не видать. Давай я чищу дух, это конец. Ляжить, вот там пивоня садить у меня цветет. Ну там щетка. И вот когда щетки ляжить, неживая, перья надраная. И он с спины ей перья выдрал. А тут трактора возили зеленку, и ему перемеха была. И он полетел, ляжить целенько, неживая. Когда она теплая еще была, как вот оно ее не заклевал, то я голову отщекла бы, зварила бы, ела бы. Здорова шкурочка. И она уже устыла. Я не знаю, сколько я поспала. Может, более годину я заснула. Я уже не буду нести это. Жила вот тут в кусты занесла, да закопала. Она уже типа как сдохшая, да? Ну, сдохла, получается. Ну, я забил ее. Я забил. Так а чего ее нельзя есть?
Обично каршун зразу, як сідає на курицю, клює її по голові. Заб'є, а тоді дзяре пер'я, видирає, і тоді вже рве м'ясо. А это не успів м'ясо поїсти. Оно пер'я видрав. Бачу, пер'я надрано. Думаю, господи, да хто ж тут таке її подрав, говорить. Пер'я лежить, а сама вся целенькая. Подняла, давай, гляди, так спина ободраная, перья выдрал, а есть тут трактора возили зеленку эту, и наполохали его, и он не ел. Принесла, закопала. Так уж теперь я сяжу по днях, там коли хлева. Надо тебе там лавку некую робить. Там зедлик у меня есть, маленький зедлик, что корову доила на зедлику. Я сяду, а это покопала червячки им. Там мурово, трава кругом. Покопала червячки, аж дохнуть за червяками. А, людячки. А хай вас нещастя, руки звалять и так. Кинула и пошла. Что ты картошку опять садила? Садила? Садила, и граду садила, и лук садила, и капусты посадила, и морковку садила. Лопатой? Лопатой? Ну. Лопатой, еще лопатой. Спасибо. На здоровье. Откуда у тебя столько здоровья копать еще тут? Ну и Сергей Мацко приехал, мне закультивировал культиватором. А тогда приехал, запахал и побарановал. А тогда уже остальное я робила ради. Сама лопатой. И садила лопатой. Ну так хоть так. Хотя бы земля мягкая была. Мягко, ну. Вот копачу, у меня копач такий великоватый. Зроблю ямку, гной положу. Вот там коля хлева я, что кашу траву и все кушу. Вона згниє, а тоді весною гной. Тою гною кошиком носила гной. Принесу, накладу в ямку. Тоді удобрення Валера привез мені трохи. Та удобрення посиплю трохи. Тоді кидаю картошину. Это от раду 5 посаджу, а тоді грабельками заграбу. Засыплю граблями. Руками не таскаю все, а граблями. Ну ясно. Засыплю. Ну, плохая картофля это вот. Пойдем покажешь мне хозяйство свое. Ну, пошли. Курочек покажешь. Пошли. Картошку покажешь. Бачиш, какая? Бачу. Вот 4 рядки, бачиш, какая маленькая. А тут вот картошка, картофель. Вообще плохая какая-то. А вот там защитки, там хорошая. Что стоит, думает, ты кормить будешь. А там вот хорошая. Там не шмат. Ну, там большая. Да. Там Там хорошая. потеплее может. Ну, там пухло, другий сорт. Ну. Там Варшавка, это у нас говорится. Мгм. Это другий сорт. Так ты смотри, теперь сади другий сорт, не сади такую, сади Ну, такую. ну, коли буду жива, то на некоторые ветку посадить. Маруся, да, все наше. Где ты вот, что ты привязали? А это тоже разное. Где лепше, где блакше. Ну ты молодец, только картошки посадил. Ну, вот градка моя. Там гурки его накрытые. Холодно. А это что? А эту пшеницу Валера посеял. Зачем? Наскос. Наскос, и он кобылу держит. Мгм. Так
Я кажу, посей що на скос. Скосиш, висушиш, де буде кобиля їсти. Мгм. Бо я кажу, садити не буду, навчу. Ти навіть капусти ніякі посадила. Ну, посадила. І лукового много посадила. Ну, вот сколько было посадила. Пойдем вот поля так. Одна маленькая, другая велька. Ну, лучок хороший. Ну, але тут сохне, вот чому він жовкне Ну, вогонь. желтый, потому что на влаги много. Я думаю, що білазі. Постоянно дожди. Ну, нормально, хороший. Есть можно. Это морковка. Вот. Угу. Вот 4 задки морковки. А тут гурки. Ну-ка так повыставь. Это уже какая велька, а это маленькая. Угу. Что, за лето вырастет? М? За лето вырастет, говорю? Ну, должна. Зараз у головки буде завиватися. Тож это позднее. А вот гляди, это посеяно. Пшеница с ячменем. Угу. Ячмень уже вот выплывает его. Не боится, вот гляди, сколько ячменю в Мгм. колоске. Угу. А пшеница маленькая. Уже поздно посадил он? Разом сеял в один день. Не, я имею в виду когда? Летом или весной? Весною. Весною. Як закультивировал мне Угу. это. І я кажу, гетий кусок, коли хочеш, кажу, посій собі що-небудь. Угу. Він каже, хіба на скос пшениці посій. Кажу, посій, скосиш, я помогу сіновати. Так він прилюбив пшениці з ячменем разом. Так ячмень його колоситься вже, а пшениця ні. Тож треба, щоб колоси були. Нема? Не знаю, коли буде косити. Ну тут тоже малая картошка совсем. Есть совсем, которая малюсенькая, во, подожди, которая еще на всходе. А оттуда от Мурова двора такие хорошие. Мгм. Вот, подожди, два родочки. Это самая картошка. Двора такие хорошие. Ну да. Велька, цветет. А это маленькая, что же делаешь? Какая велька? Шибаша на всходе. Ну да, да, да. Ну может еще за лето вырастет. Еще ж лето впереди. Да. Еще. Може подрасти. Уже як цвіте, то вже вона не подрасте. Уже пока цвіте вона росте, а вже після вже все. Угу. Отцвітає, тоді посихає. Ну. А тут гороху насадила. Аж яку. Угу. О, Вижу, да. це горох. І там і горох. Це насаджувала. Щоб було що їсти. Короче, с голода не пропадешь. Ні. Молодец. Пальчики зробити, Да. жарить картошки. Ну вот, покосил двор весь, там за забором улицу всю покосил. Тут под погребом весь
меньше, надо будет ей самой косить. Хотя в том году ей некому было покосить, а в этом году приезжают, все косят. И соцработник, говорит, косил. И сосед какой-то приходил, косил. Так что в этом году, слава богу, не бросают ее. И я тут решил приехать покосить. Ну, пусть лучше так, чем по-другому как-то. Поле это не косил, потому что это триммером не скосить. Очень высокая трава. Курочек покосил. Они уже уходят. Травку гребут. Все, красота. Недели 2-3. Думаю, косить не надо будет. Хорошо, бабуля тут дорожку косить не надо, она химией поливает какой-то, и вот она не зарастает. Свеженькой водички набрать с крынички. С крыничной водой можно и до 100 лет жить, да? Да. Будем садиться ужинать. Чего? Ужинать будем садиться. Ну, Садись. Тебе надо что-то? не надо. Вилка или ложка? Я ложкой. Так у тебя ел. Ты же тоже не первый раз робишь. Наелся у бабули я. Нажарила она там, наварила колбасы свинины, со свининой. То, что я не ем. Но не откажешь же ей, не скажешь, бабуля, не буду я есть твою колбасу. Пришлось поесть. Наелся, ужас прям. Теперь надо пройтись. Кошак прикольный такой лежит. Сиамский. Пройдусь немножко вниз так вот по дороге. Прогуляюсь. В детстве все это казалось какое-то другое.
Сейчас все по-другому выглядит. Здесь сажалка была, мы купались внизу. Вон она заросла вся. Уже не покупаешься здесь. Как болото выглядит. Все позарастало. Деревьев этих не было. Дом разрушенный, я когда-то снимал. Ну как зарос. Его и не видно, только крыши немножко. Столбик обкосили. До речка видна. Ага, все ясно. Здесь мост. И вот речка течет. Бабуля говорила, что здесь даже форель ловят. В этой речке водится форель. Прикольно было бы словить. В детстве камнями вот этими выкладывали здесь такую дамбу. Уровень реки поднимался, и там дальше были места такие пошире, и мы там купались. Деревьев только этих, наверное, не было, вот не помню. Может и были, но маленькие были совсем. Раньше в каждом доме по 2 коровы, свиньи. В каждом доме там дети, 2 детей, 3. Людей так много жило. А сейчас все эти дети уехали в города. Старики поумирали. У кого-то вот доживают последние годы. Деревня превратилась в дачи. Это в лучшем случае. Еще как поближе к городам, так точно там везде дачи. А вот если далеко от города, то все.
Здесь школа была. Вон там виднеется дом. Это один из корпусов школы. Потом там ее развалили, как бы школу разобрали. Некому учиться было, и один корпус оставили такой, типа для дома. И все, и там остался маленький домик небольшой. Походу там к этому дому тоже никто особо не приезжает. Тропинка уже заросшая. Видать, редко люди появляются. Да. Доброе утро, друзья. 6 часов утра. Бабуля уже там что-то шкварчит. Короче, как всегда, она меня закармливает, жарит блины. Вчера я съел эту колбасу, она оказалась свиной. Стояла она у меня всю ночь поперек. Утром началась изжога. Короче, сон у меня был такой себе. Ну, ничего не поделаешь. Можно разок пострадать. Сейчас завтракаю плотно очень. И собираюсь ехать домой, потому что дома Яшка один. Надо его тоже покормить. Через 3 часа я буду уже дома. Ну, как раз в часов 11, я думаю, я уже там его покормлю. Мне кажется, все прошло нормально. У бабули здесь все хорошо. Здоровье у нее отличное, как я вижу. Чувствует она себя хорошо. Думаю, что, в общем, поездка удалась, все классно. Ну, а в следующий раз уже увидимся с вами на хуторе вместе с Яшкой. Поэтому, друзья, всем пока. Увидимся. Блины, яйца. А? Я говорю, блины, яйца, котлета. Ну все. Може, мама посолила, я посолила. На, хватит. Добро. Наша жена любить, щоб соль чувадила, добро. А я ні. Я тоже. Все, не скучает. Не, не буду. Ну, приеду обязательно скоро. В осень приедешь. Не, летом приеду. Летом. Конечно. Нема більше этого, ні фруктів нема, нічого нема. Все подмерзало. Ничего.